Буквально несколько минут назад пресс-служба антикоррупционного комитета сообщила печальные новости о семье певицы Натальи Королевой. За последнюю неделю два трагических события произошли в семье известной певицы. Сначала 31 января в Москве в торговом центре «Метрополис» трагически погиб двойник сына Натальи Королевой, австриец российского происхождения Ярослав Колек. 22-летний молодой человек почти на протяжении 3 лет был официальным двойником сына Натальи Королевой Архипа Глушко. Ярослав Колек погиб при выходе из торгового центра «Метрополис» в результате огнестрельных ранений, которые нанесли ему неизвестные преступники. Существует версия, что в данном преступлении замешаны известные криминальные авторитеты, бывший директор московского рынка и кикбоксер Денис Комаров, криминальный авторитет Татарстана Саха Казанский и Пахан Сочинский. Данные криминальные авторитеты могут быть хорошо известны постоянным зрителям нашего канала, так как они длительное время находились в СИЗО города Москвы вместе с Архипом Глушко. По всей вероятности, преступники совершили нападение по ошибке. Они охотились за Архипом Глушко, но перепутали двойника Ярослава Колека с истинным сыном Натальи Королевой. На данный момент ведутся поиски преступников. Ярослав Колек скончался в московской больнице во время срочной операции. Ну а второе трагическое событие в семье Натальи Королевой произошло несколько часов назад в Соединенных Штатах Америки в центральной больнице города Майами. Архип Глушко, который уже несколько месяцев находится в центральной больнице Соединенных Штатов Америки после ранений, полученных при задержании 3 дня назад, впал в состояние комы. В связи с тем, что лечение сына Натальи Королевой обходится очень дорого и он находится в критическом состоянии, а также является опасным преступником, американские врачи приняли решение отключить сына Натальи Королевой от всех средств жизнеобеспечения. По мнению общественности, это справедливое решение, так как Архип Глушко совершил ряд тяжких преступлений, и даже если пойдет на поправку, его ждет пожизненное заключение или смертная казнь. У семьи Натальи Королевой остается единственный шанс внести $1,5 миллиона до 15 февраля текущего года за лечение сына. Однако недавно у семьи Натальи Королевой было конфисковано крупное имущество и недвижимость, и семья певицы на данный момент находится в тяжелом финансовом положении. К слову сказать, что трагическая история Архипа Глушко началась еще летом 2023 года. Сначала сын Натальи Королевой лишил жизни ректора Музыкального института культуры Арсения Миронова по причине того, что его хотели отчислить из института. Позже Архип Глушко оказывается в СИЗО номер 4 города Москвы, где сталкивается с известными криминальными авторитетами. Его нахождение в местах лишения свободы оказалось печальным. Известные криминальные авторитеты своими издевательствами довели Архипа Глушко буквально до исступления. Осенью этого года с помощью Людмилы Порывай и других преступников удалось организовать побег Архипа Глушко из СИЗО. Архипа Глушко незаконным путем переправляют в Австрию, а затем в Соединенные Штаты Америки, где он совершает еще ряд тяжких преступлений, таких как ограбление банкомата в Австрии и преступления против семьи Ильи Резника и известного музыканта Томаса Андерса. Задержать Архипа Глушко удалось только в октябре этого года в американском городе Хьюстон. При задержании он получает тяжелые ранения и оказывается в больнице.
Уважаемые зрители, если вы поддерживаете действия антикоррупционного комитета «Закон и порядок», то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.